Перед нами Гальштадт, визитная карточка австрийских Альп. Сейчас мы отправимся в это поселение, расположенное у горного озера. Дорога в Гальштадт интригует. Она идет вдоль гор и озера, открывая прекрасные виды. Но если вы путешествуете на туристическом автобусе, то группе необходимо заранее забронировать время въезда и выезда на платформе Slot Booking for Travel Coaches и оплатить его банковской картой. Это вынужденная мера, поскольку узкое пространство у озера позволяет принять лишь ограниченное количество крупного транспорта. Если же вы едете своим автомобилем, онлайн-регистрация не требуется, однако весьма вероятно, что свободных мест на здешних парковках может и не быть. В этой местности люди поселились еще в бронзовом веке, более 3000 лет назад. Они пришли сюда за солью, которую раньше называли белым золотом. Ради белого консерванта и вкусовой добавки сюда приходили многие народы. Добыча соли способствовала процветанию города и благосостоянию его жителей. Ведь гальштадтская соляная порода очень чистая. Местная соль экспортируется по всему миру в медицинских и пищевых целях. Археологи нашли в горах вокруг Гальштадта древние шахты, предметы быта, украшения и орудия труда. Ученые даже назвали целую эпоху европейской истории гальштадтской культурой. Этот маленький городок, а фактически деревня, когда-то был важным центром добычи соли и торговли ею. Настоящая гордость Гальштадта – его глубокое Гальштадтское озеро, или Хальштаттер-Зее. Оно поражает чистотой и спокойствием. Утром вода окрашивается в розовые и золотые оттенки. Днем становится ярко-голубой, а вечером превращается в темное зеркало. В древности озеро было дорогой, по которой перевозили соль в другие поселения, а сегодня оно стало источником вдохновения для художников и фотографов. Альпийские горы плотной стеной защищают город от ветров. Эти горы веками определяли быт местных жителей. Леса давали древесину для строительства, а горные ручьи питали землю и наполняли озеро чистейшей водой. Архитектура Гальштадта своеобразна. Дома построены на склоне горы или у самой воды, тесно прижавшись друг к другу. Многие из них деревянные с резными балконами и крутыми крышами, чтобы снег легче скатывался вниз. Окна почти везде украшены яркими цветами. Каждый житель старается сделать свой дом красивым и приветливым. Но вторгаться на частную территорию не рекомендую, местных это очень раздражает. Здешний быт тоже особенный. Улицы здесь узкие, и по ним не ездят машины. Жители передвигаются пешком или на велосипедах, а товары и продукты часто доставляют лодками. Жизнь в Гальштадте течет размеренно. Утром рыбаки выходят на озеро, днем туристы гуляют по набережной, а вечером все затихает. В Гальштадте сложно заблудиться, ведь он узкой полоской тянется вдоль набережной. Дома украшены геранью и петуньями, а на балконах висят деревянные резные фигурки. Понятно, что основа здешнего бизнеса – туризм, и местные жители стараются так украсить дома, чтобы очаровать каждого, кто сюда попадает. Самым узнаваемым объектом селения является лютеранская церковь XIX века. Ее утонченный шпиль можно увидеть почти на всех фотографиях Гальштадта. Храм построен в стиле неоготики и носит название «Евангелическая церковь». Она возвышается над озером и домами и видна со всех здешних мест. Когда подходишь к церкви, вверху виден водопад Мюльбах. Он находится в черте исторического центра и стекает по крутому склону горы. Из-за тесноты у прежних жителей Гальштадта возникла весьма странная традиция. Местное кладбище всегда было очень маленьким, ведь свободной земли в долине мало. И вот через 10 лет после захоронения могилу вскрывали, вынимали останки, а черепа бережно переносили в часовню. Причем на черепах рисовали кресты, цветы, венки из дубовых и лавровых листьев, писали имя и фамилию усопшего. Каждая роспись – своеобразный знак уважения, память о человеке, который здесь жил. Сегодня в часовне хранится около 1000 черепов, более 600 из них расписаны. Сердце города – рыночная площадь. Она небольшая, но каждый дом на ней рассказывает свою историю. В средневековье здесь проходили шумные ярмарки. Торговцы обменивались солью, тканями, вином и дровами. Сегодня площадь превратилась в уютное пространство с кафе и магазинами, украшенными цветами. Даю полезный совет. Посещая городок, возьмите с собой наличные евро, поскольку оплатить банковской картой здесь можно далеко не все услуги. Вот мы подошли к главной фотозоне городка, откуда открывается живописный вид на гору, озеро и сам Гальштадт.
При большом наплыве туристов здесь приходится некоторое время ждать, чтобы занять удобное место для съемки. Кстати, среди туристов преобладают азиаты, большинство из них китайцы. Им почему-то очень нравится такая вот экзотика. Настолько, что они скопировали часть селения с рыночной площадью, создав его подобие в китайском городе Лоян провинции Гуандун. Прогулка на лодке или катере по озеру – одно из главных развлечений Гальштата. С воды вид на город еще колоритнее. Необычное сочетание природы, архитектуры и размеренного ритма делает Гальштат меккой туристической релаксации. А вот местным жителям приходится терпеть многочисленность туристов и постоянно слушать иноязычный галдеж. Сюда приезжают за красотой и романтикой. А как вы думаете, стоит ли здесь хоть раз побывать, чтобы увидеть все своими глазами? Напишите свои мысли в комментариях.